Нарциссический триггер. Что это такое? Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами разбираем такую ситуацию, когда вот ты находилась в отношениях с нарциссом, это были абьюзивные отношения, ты из них вышла, прошло какое-то время, и вроде бы как формально ты уже не в отношениях, но иногда в некоторых ситуациях, когда ты видишь каких-то людей, когда ты слышишь определенные слова, ты чувствуешь себя так же, как будто бы ты все еще находишься в этих отношениях, и ты никак не можешь это оставить, ты никак не можешь убрать вот эти вот крючки, которые тебя преследуют. Если тебе интересно в этом разобраться, ставь лайк под видео, подписывайся на мой канал, если еще не подписалась, нажимай на колокольчик, чтобы получать уведомления, и мы начинаем. Собственно, в чем весь фокус вот этого триггера? Почему это так работает? Почему я уже вышел из отношений, я уже давно не общаюсь с этим человеком, какое-то время прошло, а все равно в какие-то моменты меня как бы цепляет, и я начинаю чувствовать себя в такое же ощущении переживания угрозы, как это было, когда, предположим, женщина находилась в отношениях. Потому что так работает наш организм. Это такие эволюционные механизмы, которые закрепились в нас вот, тысячелетиями. Нашим предкам, которые быстро забывали об источнике угрозы, не повезло передать свои гены дальше. В нас есть гены, в нас есть наследственность тех наших предков, которые долго помнили, достаточно долго помнили, о том, откуда исходит угроза. Когда человек оказывается в отношениях с нарциссом, он в какой-то момент находит себя в отношениях, где он находится под постоянной угрозой. Угрозой эмоционального и физического насилия. В результате у него фиксируются определенные вот такие взаимосвязи, что угрозой является газлайтинг, то есть когда другой человек пытается тебе объяснить, что ты на самом деле глупый, на самом деле твои мнения, твои какие-то желания, они продиктованы твоей какой-то вот, таким безумием, а ты не имеешь на них права. Когда человек начинает наказывать нас своим молчанием, то есть какие-то такие токсичные обиды, это могут быть какие-то вещи, связанные, например, с враньем, с какими-то изменами, с какой-то, с предательством. То есть ты оказываешься в ситуации, где ты не можешь себя защитить, и ты чувствуешь, что ты получаешь какой-то вред. В результате срабатывают наши древние эволюционные защиты. Когда мы оказываемся в ситуации угрозы, у нас включается симпатоадреналовая система. Чтобы понимать, как работает симпатоадреналовая система, просто представь и вспомни, как твое тело себя ведет, что ты чувствуешь, когда ты напуган, когда ты находишься в какой-то тревоге, когда ты слишком сильно волнуешься, в ситуации, когда предстоит какая-то, не знаю, грубо говоря, драка или такая баталия, может быть, какая-то не физическая. То есть всегда в этот момент у нас вырабатывается адреналин, мы чувствуем себя в таком стрессе. То есть, по сути, включается реакция организма на стресс, симпатоадреналовая система. И мы так устроены, что мы запоминаем вот эти вот моменты, когда у нас включается симпатоадреналовая система. То есть, когда я слышу, что кто-то с кем-то разговаривает неуважительным, манипулятивным тоном, я воспринимаю это неосознанно, как источник угрозы, который может быть косвенно угрозой для меня. В такой ситуации, если я оказываюсь где-нибудь в обществе, я уже давно не нахожусь в отношениях с этим нарциссом, но я вижу, что кто-то себя ведет подобным образом, или, предположим, я общаюсь с человеком, а он начинает в ответ молчать, таким образом показывая, что он обижен, и таким образом пытаясь как бы заниматься этим, знаете, насилием, молчанием по отношению ко мне. То есть он таким образом манипулирует. В этот момент я тоже начинаю, вспоминая, как это было в отношениях с нарциссом, воспринимать это как угрозу. И я начинаю в этот момент волноваться, я начинаю испытывать прилив этого адреналина, я начинаю испытывать стресс. Часто бывает так, что люди начинают сами себя обвинять в том плане, что сколько уже можно вот так вот вестись на эти все крючки, все эти люди не имеют отношения к моим отношениям, отношения уже прошли. Бывает так, что находятся какие-то близкие или родственники, которые начинают давать такие, знаете, так сказать, умные в кавычках советы, что ты столько времени на него потратила, нужно ехать дальше, нужно как бы жить свою жизнь, зачем ты о нем думаешь? Как правило, эти люди просто не имеют такого опыта, которого имеет человек, который пережил нарциссический абьюз. Представьте себе такую вот метафору. Вы плывете на лодке по такому ровному озеру с ровной гладью, очень спокойной водой. Лодка такая легенькая, плоскодонная. Вы плывете и, в общем, не ожидаете, что может произойти какая-то неприятная вещь. Вы в своей жизни встречаетесь с нарциссом, к поведению, с которым вас жизнь не готовила. Мы, как правило, стремимся строить взаимоотношения с людьми, которые настроены на, собственно, какое-то продуктивное взаимоотношение. Мы, все-таки не умеем строить отношения по умолчанию с нарциссами. Вообще мы к этому не стремимся. И вот представь, что вот по этому озеру какой-то поднимается шквальный ветер, начинается какое-то волнение, громаднейшие волны, которые выбрасывают тебя из этой лодки. Ты больше не можешь находиться в спокойном, равновесном состоянии. Ты выбрасываешься с этой лодки, и вот через какое-то время, справляясь с этими волнами, ты обратно взбираешься в эту лодку, ты выходишь из этих отношений, и ты находишься в этой лодке, которую все еще качает, потому что
вода в озере неспокойна, и какое-то время еще будет происходить волнение. В такой ситуации у тебя есть три пути, как ты можешь поступить. Первое, ты можешь просто вцепиться в края лодки и ждать, терпеть, пока качка, вот волнение на озере не пройдет, и тебя перестанет качать. То есть в случае с отношением с нарциссом ты можешь просто как-то не обращать внимания, терпеть то, что тебя время от времени триггерит, что в общении с некоторыми людьми ты в каких-то мелочах начинаешь видеть признаки нарциссизма, и тебя это начинает вгонять в эти переживания, в это страшное волнение. А второй способ, ты можешь просто отказаться от того, чтобы заниматься, так сказать, мореплаванием. Очень часто, к сожалению, жертвы нарциссического абьюза вообще отказываются от идеи построения любых доверительных отношений, в том числе взаимоотношений мужско-женских, взаимоотношений с другим человеком. То есть, как правило, такие люди уходят в идею такой полностью самодостаточности, изоляции и какой-то такой полной безопасности, что в краткосрочной перспективе, как правило, приносит очень хорошие результаты, потому что человек обретает наконец-таки спокойствие и ощущение безопасности, но ясно, что это десоциализирует и изолирует человека в долгосрочной перспективе. И третий путь, ты можешь научиться, возвращаясь к метафоре с лодкой, удерживать баланс в этой все еще качающейся лодке. Дело в том, что нужно понимать, что несмотря на то, что эти отношения были уже достаточно долго, какое-то время тебя все равно будет триггерить, тебя будет задевать, тебя будет волновать ситуации, когда люди в ответ молчат, когда люди пытаются в оправдание своей какой-то слабости сослаться на то, что ты, возможно, какая-то, так сказать, сумасшедшая или ненормальная. То есть любые виды газлайтинга. На любые манипуляции ты будешь еще долгое время реагировать очень болезненно. Нужно просто принять тот факт, что какое-то время, и нужно дать себе это время. Тебя еще будут триггерить такие вещи, связанные с проявлением нарциссического общения в обществе в целом. Часто бывает так, что триггер у людей срабатывает не только на общение с нарциссом, а, предположим, на какую-то автомобильную катастрофу, я не знаю, какое-то переживание какого-то острого горя, может быть, какую-то там катастрофу такую природного характера. Но тогда этот триггер всегда очень четко ассоциирован с каким-то временем, местом, с каким-то конкретным человеком. Скажем, если человек пережил автоаварию, то если он будет держаться подальше от машин, то, в принципе, он чувствует себя достаточно неплохо. Но это так не работает, если триггер срабатывает в отношениях, связанных с нарциссическим абьюзом, потому что отношения длились долго, и в отношения, как правило, вовлечены все сферы нашей жизни, так или иначе. Мы в отношениях обсуждаем нашу работу, в отношениях мы отдыхаем, в отношениях мы получаем очень много близости. И получается, что когда ты касаешься всех вот этих важных вещей, это все может так или иначе тебя триггерить. Поэтому, во-первых, не нужно себя обвинять за это. Часто люди считают, что вот если я так себя веду, то это какое-то мое такое вроде как неадекватное поведение. Но почему я так включаюсь эмоционально на то, что, предположим, прочла где-то в соцсети? Я этого человека даже не знаю. И в его каком-то послании было много манипуляций, и я сейчас вот так разволновалась. Почему так происходит? Так происходит, потому что твой организм реагирует на угрозу, которая очень похожа на ту угрозу, которую ты, собственно, пережила. Поэтому, во-первых, не нужно себя самообвинять, заниматься таким самогазлайтингом, что моя реакция неадекватная. Она адекватная. Затем очень важно нарабатывать навыки успокоения. То есть, когда вы испытываете вот это волнение, вам надо понимать, что у вас включается симпатоадреналовая система, и нужно уметь с ней как-то справляться с этими всплесками. То есть нужно освоить дыхательные техники, нужно освоить некоторые физические упражнения, которые позволяют себя успокоить. Постарайтесь просто замечать, что сейчас происходит с моим телом. Постарайтесь вздохнуть, выдохнуть, почувствовать как-то не знаю, поверхность, на которой вы стоите, почувствовать, что она на самом деле устойчива. То есть не убегать от этого чувства, не старайтесь его как-то вытеснить, чтобы, вроде бы как я его не замечаю, вроде бы его нет. Примите то, что вы вот так вот реагируете. Чем больше вы будете обращать внимание на то, как реагирует ваше тело и на какие стимулы, тем быстрее вы перестанете на это именно таким образом реагировать. То есть вам нужно понять, что вот это поведение, с которым я сталкиваюсь сейчас, оно является похожим, но не является идентичным тому поведению. Это поведение, скажем, пост где-то в соцсетях или поведение какого-то малознакомого человека, который, скажем, молчит в ответ на ваше какое-то обращение к нему, оно не представляет для вас такую угрозу, какую представляло это, когда это было в отношениях. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы когда-то находились в абьюзивных отношениях с нарциссом, после того, как вы вышли из этих отношений, что вас триггерило, что вас заставляло как-то волноваться, какие внешние проявления, какие внешние стимулы вас как будто бы отбрасывали туда-обратно в тот ад тех отношений. Я буду вам очень благодарен, если вы поделитесь именно своими жизненными примерами.
Если вам это видео понравилось, поставьте лайк, поделитесь им в своих соцсетях, подпишитесь на мой канал, если еще не подписались, нажимайте на колокольчик, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.